Позади меня Genex Tower. Бетонный гигант, который мечтал о вечности. Сегодня это не просто здание, это памятник. Памятник великой мечте и болезненному краху. Почему это здание до сих пор ненавидят и восхищаются им? Давайте разбираться. Когда-то здесь кипела жизнь. Сегодня только ветер. Genex Tower – бетонная крепость надежд, символ страны, которой больше нет. Эти стены помнят амбициозные времена, когда Югославия мечтала стать мостом между Востоком и Западом. Мечтала построить что-то вечное. Теперь здесь только трещины и пустота, след ушедшей эпохи на теле города. Но даже в частичном запустении Genex все еще выше и статней большинства новых зданий и по-прежнему смотрит вдаль. Вы так же сильно любите бетон, как люблю его я? Это не брутализм вообще. Это произведение искусства наших архитекторов и наших людей. Хотели целый отдельный город в себе? Это знак присутствия масонов в Белграде. Просто нет ни интереса, ни средств для их реконструкции. И есть целые архитекторы, специалисты-хабитологи. Модели бруталистских белградских зданий — это то, что мы считаем их немного заброшенными. Это наш способ сохранить их хотя бы в каком-то виде. Приехал пустой лифт. Башня Genex – это 35-этажный небоскреб, который стоит в районе Нови Београд. Он был построен в 1980 году по проекту архитектора Михаила Митровича в стиле брутализм. Высота Genex 115 метров. Комплекс состоит из двух башен. Они соединены мостом на верхних этажах. Одна башня офисная, вторая жилой дом. На вершине находится вращающийся ресторан, который не работает с 1999 года. Второе название комплекса – Западные ворота Белграда. Статус – заброшено и частично заселено. Я бы хотела начать с обсуждения архитектора, автора этого здания. Башня Genex – это творение Михаила Митровича. Митрович – очень важный персонаж своей эпохи. Он один из первых архитекторов послевоенного поколения. Он закончил архитектурный факультет в 1948 году. Эльвира Ибрагимова. Историк, специализирующийся на югославской архитектуре. Написала диссертацию «Нереализованное и нереализуемое. Архитектурные проекты и идеи в межвоенном Белграде и Загребе». Помимо исторического, имеет политологическое и искусствоведческое образование. И по распределению он получает для начала должность, она будет очень важной для понимания Genex и ее особенностей, в урбанистическом учреждении Сербии. Он изначально реализуется как урбанист, работая над генеральными планами многих сербских городов. Спустя первый период его карьеры в урбанистическом учреждении он начинает карьеру уже как архитектор-проектант в ателье «Проект-бюро». Это ателье он в итоге возглавит, это важное место его работы, где он, собственно, по большей части и реализуется. Все в Белграде? Все, не только в Белграде. Ателье работает и в других городах, но здесь главное, что он работник именно этого ателье, один из главных его основателей, вдохновителей, а в итоге и руководитель. Митрович, в отличие от многих своих коллег, которые архитекторы и преподают архитектуру, преподает на факультете прикладных искусств, и он преподает такой интересный предмет, как городской дизайн. В этом плане у него очень специфическая реализация и специфическое видение общегородское, то есть не только в рамках отдельных проектов. При этом он еще и один из самых публично активных сербских архитекторов. Он очень много публикуется, он ведет колонку в газете, он дает огромное количество интервью, выставляется на выставках. То есть это уникальная возможность узнать, что он сам про это думал, потому что есть архитекторы, которые только проектируют, никогда никому ничего не говорят, а вот как раз-таки Митрович тот человек, который облекал в слова свои идеи. И вот у него есть несколько очень важных зданий в Белграде. У него все-таки преимущественно основной массив того, что он сделал, это именно белградские его работы. Он начинает с жилых зданий. И первые его жилые работы, они достаточно скромные и сдержанные, но постепенно у него начинаются все более и более интересные проекты. Где-то он играет с фактурами и с декоративными материалами, как, например, в жилом доме на Доситеева 5. Где-то он уже переходит к очень сложным формам, продолжая играть с этими материалами. Например, у него есть два дома на улице Братьев Югович, это 10 и 14,
где есть сочетание кирпича, бетона, очень сложных форм, практически уже постмодернистских, но в его карьере есть также и офисные здания. Он спроектировал офис компании «Энергоинвест» на улице 29 ноября, это нынешний бульвар Деспота Стефано. То есть с этой точки зрения Генекс, который офисно-жилой, станет своеобразным итогом этой его деятельности. Но прежде чем мы поговорим про конкретные детали Генекса, я хочу привлечь внимание к еще одной очень важной черте творчества Михаила Митровича. Он во многом реализовался максимально творчески, очень открыто, в очень специфических проектах, сделанных далеко от суеты большого города и вот давления этой городской среды, серьезной столичной архитектуры, вписывания это в городские пространства. Это отель в городе Арелье, он называется «Сон Мельника». И он абсолютно безумная конструкция. А еще более безумные его конструкции самых разных форм, буквально скульптурных. Это бюветы в Авернической бане, то есть павильоны для этих источников с водой, где он, конечно, раскрылся полностью, потому что там уже не влияют эти городские ограничения жилых домов, то есть там прям можно форму во многом реализовать. И эти проекты как раз-таки делаются параллельно тому, как он реализовывает Генекс. Генекс — это масштабный проект, его строили прям целое десятилетие, то есть с 70-го по 80-е, но и он занимает очень специфическое место в своем блоке, вообще-то не свое место. Изначально на этом месте планировалось кое-что другое. Это блок 33, он жилой, и в тот момент, когда в начале 60-х этот блок планируется, стандартная ситуация, что вы делаете эти обычные жилые дома, где квартиры, и отели для холостяков. Отели для холостяков, да, конечно, отели для холостяков всех всегда очень интригуют. Это такая конструкция жилищной политики социалистической Югославии, где они не хотят ни женатым и ни замужним выдавать постоянное жилье. Потому что ты ему выдаешь жилье на одного человека. Они вступят в брак, заведут детей. Это значит, надо эту квартиру забирать, давать новую. И вот для того, чтобы, скажем так, убрать эти этапы, они делают отели для холостяков. То есть у тебя уже семья, ты по распределению, там, в зависимости от того, сколько наработал в своем заводе, получаешь квартиру вот в этих вот жилых домах нормального размера. А когда ты холостяк, ты получаешь временно размещение в этом отеле для холостяков. То есть это... Месячно там или как? Ну, пока в брак не вступишь. Когда в брак вступаешь, встаешь в обычную очередь, получаешь квартиру. То есть брак здесь очень важный. И, конечно же, эти отели для холостяков, они для стимуляции браков сделаны. Вы там знакомитесь, вы все там не женатые, не замужние. Холостячки, да, и холостячки тоже, да. Вот, то есть вы знакомитесь, можно уже браки, можно в очередь вставать. То есть такая... Они мужики просто... Нет, там и мужчины, и женщины, то есть и не женатые, и не замужние. И вот, получается, их начинают строить, есть несколько в других районах города, а в Новом Белграде вот в 60-е практически в каждом блоке на углу было запланированное. Но они в процессе на это смотрят, но жилье не пользуется популярностью, там иногда комнатки там были на 16 квадратов, никто не хочет лезть в эти 16 квадратов, если можно вступить в брак и получить минимум 50 квадратных метров, а может и больше, то есть уже имеет смысл вступить в брак, и поэтому, когда к концу 60-х встает вопрос, строить или нет, они говорят, да нет необходимости в отеле для холостяков, а он там большой был запланирован на 19 этажей. Но к концу 60-х они говорят, нет, ситуация изменилась, необходимости в этом нет, мы будем что-то другое строить в этом куске блока, и они решают вот эту очень смелую для того времени сделать идею 50% жилое, 50% коммерческое. Они это кто? Это дирекция по строительству Нового Белграда. Даже не совсем город, но я даже ближе сказал... Это не был Генекс. Это не был Генекс. Да, это именно дирекция по строительству Нового Белграда меняет эти планы. Просто существовал генеральный план Белграда, генеральный план Нового Белграда и планы отдельных блоков. И вот они вносят изменения в этот отдельный блок и говорят, нет, будем здесь проектировать вот это вот коммерческое и жилое. И этажность очень сильно возрастает, то есть от 19, которые планировались для отеля холостяков, для чего-то более высокого. И вот, собственно, с этой точки зрения этот проект прям поворотный пункт в развитии Нового Белграда, потому что до этого момента Новый Белград очень четко развивается в русле функционального зонирования и планирования. То есть он такой своеобразный район-сэндвич, то есть есть жилые блоки, рядом с ними нежилые блоки, жилые блоки, нежилые блоки. Ну, то есть похоже они... чем-то, да, как в Советском Союзе, вот эти спальники. Спальники, ну не совсем, то есть в них все-таки прям нарезывались внутри публичные блоки. Они не были построены, на этого никогда не хватило денег, это другой вопрос. Вот там же рядом недалеко от Генекса есть блок пустой, где должен был быть комплекс Академии художеств, там одно только здание построено, то что он как раз-таки вот так вот слоями чередовался. И тут они в конце 60-х говорят, ну в этом смысла особо нет, особенно с учетом того, что вы эти публичные здания так и не строите, жилое растет, и между ними эти пустыри сохраняются. Они решают попробовать вот эту новую схему, соединить два в одном.
Там вон какие-то люди тоже ходят, бродят, пытаются попасть, заглядывают в окна. Это вот рабочая часть, вот это вот. Там были офисы. Вот где реклама, там занавешены окна, это вот бывшие офисы, там ничего сейчас нету. Они стоят пустые, и я бы хотел туда попасть, конечно. Посмотрим, получится или нет. А вот эта часть, это жилая. Остатки былой славы. Тут был, видимо, фонтан. Сейчас тут ничего. И только туристы ходят среди этого мусора. Дальше у нас парикмахерская, дама с собачкой и парадная. Извините, подъезд. Мне петербуржцу сложно вытравить из себя слово парадная. Вот пойдемте туда. Так, ну что, я внутри квартиры в этом прекрасном здании. В башне Генекс сдается несколько квартир на букинге. На Airbnb не знаю, я не пользуюсь Airbnb, я лучше на улице переночую, чем воспользуюсь их прекрасным сервисом. Вот, на букинге, по-моему, 3 или 4 квартиры я видел. Вот одна из них. Не совсем она аутентичная. Там были прямо аутентик. Но давайте посмотрим. Заходим, и первое, что мы видим, это туалет. Гениально! Нас интересует следующая дверь. От входной двери. Здесь у нас спавача соба, спальня. Это чтобы, видимо, кошмары снились. А, это какие-то неприличные картинки. Ну окей. Очень интересно, что из спальни открывается вид вот такой вот на кучу птичьего помета. Но дело не в этом. Дело в том, что это колодец внутри одной из башен. Я даже не знаю, можно ли в него попасть, или он просто вот есть и есть. Выглядит это очень странно. Ну и круто, мне это нравится. Это прямо очень удивительно. Внутри одной из башен еще есть скрытое пространство такое от глаз. Сюда выходят окна спален. Это птичий помет, конечно, меня поражает. Окна спален, туалеты и прочее, прочее, прочее. Очень такое прямо странное бетонное решение. Ну и тут у нас что? Спальня с рабочим местом. Можно, если вы приехали, как вот я, например. Ну, я, правда, без ноутбука приехал. Но можно сесть и вот поработать. И, собственно, кровать. Очень чистый ремонт именно вот в этой квартире. Прямо хочется здесь вообще жить в целом, а не только проездом бывать. Ну, пойдемте дальше посмотрим. Коридор. Белый-белый. Все это шкафчики, везде можно положить вещи. Но нас интересуют не вещи. Хотя они тоже тут присутствуют. Тут телефон даже есть. Одно новое сообщение говорит. Городской телефон, боже мой. Я когда последний раз вообще видел городские телефоны? Нас интересует вот. В этой просторной гостиной. Вид на Белград нас интересует. Вон там вдалеке, я обведу на монтаже, находятся восточные ворота Белграда. Мы в западных, а вдалеке восточные. Про них я тоже сделаю ролик. Обязательно, потому что там здание, ну, оно такое, оно потрясающее. Не круче, конечно, Генекс-Кулы, но мы в Новом Белграде. Это оплот брутализма югославского. Очень брутальный, можно сказать, спальный район. Но при этом каким-то удивительным образом он очень уютный. И тут внизу я увидел эти здания, сегодня с утра внимательно разглядел и прям хохотал. Давайте я окно открою, чтобы не отсвечивало. Я прямо хохотал вот от этого вот решения сделать двор-колодец такой на 4 окна внутри здания. Я даже не знаю, у них есть выход туда или нет. То есть это зачем? Нафига, а главное зачем? Но в целом решение очень забавное, специфическое, и мне оно почему-то тоже нравится. То есть вот маленький дворик такой. Здание в форме квадратного бублика. Очень странно. Ну и что у нас тут дальше? Вон там вдалеке небоскреб Бутылка, про который я говорил в первом ролике на канале. Какие-то горы.
Наташа сейчас сказала бы, да какие это горы, так, сопки. Для меня питерского это горы. Вот там здание парламента находится. И там находится огромный, за этим зданием парламента находится огромный парк, где выступают всякие рок-звезды и дают большие концерты. Наверное, не только рок-звезды. Я там был на Рамштайне, этим летом там будет Guns N' Roses. Прямо возле здания правительства. Мне кажется, это тоже очень по-сербски. Ну что тут еще? Проблема этого вида в том, что из него не видно башню Генекс. Я внутри этой башни, и я не могу ей насладиться, потому что ее тупо не видно. Но мне кажется, вот из того небоскреба прекрасный вид бы был на эту башню и на Новый Белград в целом. Потому что за моей спиной тоже продолжается район, и там тоже куча красивых, брутальных зданий. Но продолжим. Собственно, ради такого вида и стоит жить в такой квартире, мне кажется. Единственное, здесь шумно. Вы слышите, как шумят автомобили. Вот в той спальне, в которой мы были в начале, там не шумно. Вот это вот дворик или что-то, вот это вот непонятный колодец. Там звуков нету вообще. Здесь, к сожалению, шумно в гостиной. Вчера заселился такой, хожу, брожу, смотрю, о, как красиво, вид красивый. И тут замечаю в стене ручку. Я такой, опа, там что, чулан? Открываю. А у нас тут туалет. Может быть, здесь чулан? А здесь еще одна спальня. Очень светлая, просторная. И, к сожалению, шумная, потому что она тоже выходит на эту дорогу. Виды, конечно. Вот можно ее вырезать, пожалуйста, из этой квартиры и в мою квартиру перенести. Я буду в ней жить. И, кстати, да, здесь тоже есть рабочее место. Удивительно для туристических объектов, что есть 2 даже рабочих места для путешественников, для туристов. Обычно такого нету. Все эти airbnb-шные букинговые квартиры, там гостиная с кухней и спальня, и все, и работай на диване. А тут вот все предусмотрено, и даже стул такой стилевый. Очень такой в духе Югославии. Вот такая вот загогулина. Так что, если будете в Белграде, очень советую снять квартиру в башне Генекс. А еще вот здание рядышком, вот это вот. Там, если приглядеться, в крыше такая как бы дыра. Это такая галерея, там можно гулять. То есть берешь и просто устраиваешь бродильню по крыше. Если живешь там, например, на последнем этаже. Я такое в Сербии очень часто вижу в старых домах югославских. Что верхняя часть такая галерея, там можно просто столы, стулья поставить и всем домом тусить. На фотографиях самолеты компании Aviogenex. Это была первая чартерная авиакомпания Югославии. Она принадлежала гиганту тех времен корпорации General Export, или просто Genex. Корпорацию создали в 1952 году в коммунистической Югославии. Задача – заниматься реэкспортом и внешней торговлей и использовать уникальное положение страны – коммунизм и капитализм в одном флаконе. У Генекса были офисы по всему миру – Лондон, Франкфурт, Милан, Нью-Йорк, Стокгольм, Бейрут, Москва, Прага и Берлин. Они торговали всем – нефтью, металлами, деревом, стеклом, текстилем, обувью. Компания росла и со временем пошла дальше – в гостиницы, рестораны и даже в авиацию. Так появилась авиакомпания Aviogenex. У этого здания было 2 инвестора. Это совместный проект фирмы General Export, которой досталась вот эта коммерческая офисная часть, а за жилую часть, как инвестор, отвечала строительная фирма РАД, то есть работа. И именно РАД не просто один из инвесторов этого проекта, но еще и та фирма, которая строила это здание, то есть реализация этого проекта, это как раз-таки строительная фирма РАД, и именно инженеры из РАДа занимались переводом архитектурных идей Михаила Митровича в конкретные строительные решения. И им пришлось очень сильно постараться, потому что в архитектурном плане Генекс демонстрирует нам важный поворот в белградской архитектуре. Это очень хорошо видно, потому что он не только урбанистически выделяется из своего блока, в котором стоит, но и архитектурно. Если мы сравним
Генок с другими зданиями блока 33, мы как раз-таки увидим этот важный поворот в истории белградской архитектуры. Потому что для 50-х, для 60-х характерно то, что здесь принято называть индустриальным модернизмом. Это все модернизм, просто здесь есть вот это разграничение на индустриальный и, расскажу какой, вот как раз-таки Генок с этим поворотом связан. Вот, потому что если мы посмотрим на блок 33, там как раз-таки индустриальный. Ленточные окна, очень сильное внимание к горизонтальному членению, и стены светлые, отштукатуренные, то есть такие прям сияющие. Вот, собственно, к концу 60-х местные архитекторы начинают от этого уставать. Им становится скучно работать в этом жанре, и они все больше и больше начинают делать какие-то сложные формы. Практически скульптурные здания, которые нам своей формой пытаются что-то сказать, а не только содержанием, функциональными планировками, как, собственно, было характерно для индустриального модернизма. Таким образом, они начинают больше внимания уделять форме, материалам, сталкивая их в контрасте или подчеркивая их фактуру. И вот этот период в югославской архитектуре называется скульптурным модернизмом. Вот как раз-таки Генок один из примеров скульптурного модернизма. В данном случае мы как раз-таки видим эту сложную форму здания, мы видим этот бетон необработанный. Это все укладывается в эту парадигму, и как раз-таки время его строительства, 70-е, это время расцвета скульптурного модернизма в белградской архитектуре. Да, скульптурный модернизм диктовал использование необработанных материалов, включая необработанный бетон, то есть его не красят, его не штукатурят, он сырой, и видны следы опалубки. Вот на Геноксе как раз-таки очень хорошо это видно. И это очень сильно роднит Генокс и такие здания с брутализмом, и очень часто это называют югославским брутализмом, но есть важный нюанс. Так. Потому что если мы послушаем самих местных архитекторов, среди них есть те, кто скажут, это не брутализм, мы вообще этим не занимались. Более того, есть один архитектор, Бронислав Йовин, он, например, делал урбанистический завод здесь, очень бруталистское здание на первый взгляд. Он вообще говорил, что он термин брутализм услышал в 2000-е. И то, чем он занимался, это не брутализм вообще. Может, как музыканты играли, потом оказалось, что они играли вот это. Да, вот Михаил Митрович, например, не настолько радикален, он не говорил, что он не делал брутализм, но он говорил, что брутализм как стиль для югославской архитектуры того времени не характерен. Что даже если есть что-то похожее на брутализм, это отдельные авторы, отдельные их работы, и максимум в Белграде. То есть он вообще считал, что не было такого стилевого течения. Потому что здесь есть вещи, которые, да, роднят. То есть этот самый необработанный бетон, внимание форме, все-таки у бруталистской архитектуры был этот важный импульс показывать людям конструкцию этого здания. То есть здесь с этими скульптурными формами мы к этому близки. Но есть одна фундаментально различающая часть, потому что все-таки в Западной Европе брутализм распространяется как ответ рациональный очень на вызовы времени. Необходимо послевоенное восстановление всех этих городов, и брутализм предлагает эффектные, но при этом дешевые и легко реализуемые решения. Но в югославской архитектуре, несмотря на то, что есть тот же самый запрос на послевоенное восстановление идет по другим рейсам, вот в духе этого индустриального модернизма, где вы больше внимания уделяете строительным конструкциям, их упрощению, их типизации. И только к концу 60-х вы приходите к идее демонстрировать и рождать эти сложные формы. То есть даже если эти вещи похожи визуально, у них очень разные импульсы, и это как раз-таки очень хорошо видно. То есть в югославской архитектуре мы можем найти отдельные черты, которые будут похожи на брутализм. Мы даже можем найти проекты, которые будут такие, потому что их хотят быстро, дешево построить, как в Западной Европе, но все-таки вот пересечение этих двух вещей, достаточных для того, чтобы мы сказали, это прям этот самый стиль, и это такое же явление, здесь сильно меньше. Я на последнем этаже, вот это, видимо, проход в рабочую часть, которая сейчас закрыт, конечно же, да. Туда попасть отсюда не удастся, если только договариваться с кем-то, с кем я не знаю. Ну, пойдемте. Тут вот стулья на последнем этаже. Можно выйти из лифта и посидеть, если ты устал ехать на лифте. Очень чудное здание, очень. Мне прям нравится. То есть это одна из круглых башенок, пристроенных, и в ней находится лестница. Такая круглая, винтовая. Вот. Ну, кто-то ремонт делает. Спущусь несколько этажей вниз. Вы просто посмотрите на это. Это же бетон. Еще какая-то старый комод какой-то.
Старый комод в бетонном здании. Ну вот, да, что понимать. Вот эти, очень грязное стекло, но, надеюсь, видно. Вот эти круглые пристроечки. В них находятся лестницы и лифты. Вот в одной из них мы. Очень-очень круто. И номера этажей, кстати, зацените. Сейчас я поверну камеру. Прямо на полу. 27 этаж. Очень круто. Тут вроде почище стекло можно посмотреть. Это, конечно, удивительное здание. Я прям поражен. Попасть бы, конечно, вот туда, где был Генекс, где все офисы старые остались. Да, было бы круто. Я как будто в фильме Терри Гиллиама. Просто удивительно. Настолько фантасмагорично, что даже не верится. Это вот. А люди, которые здесь живут, им нормально, они привыкли. Здрасте. Приехал пустой лифт. Я чуть не обкакался от страха. Ну, прямо реально как бы это Бразилия, это Терри Гиллиама. Ну, еще пару этажей спущу. Здесь, в принципе, все одинаковое. Одинаково крутое, но одинаковое. Кто-то стиралку выставил. Ну-ка, что написано? Добрый день. Хотите машинку, позвоните по телефону. Не очень я понял, что написано. Видимо, моих знаний не хватает. Ну, окей. Вот тут вот даже вот так вот можно. Это не жилая квартира, это, в смысле, коридор. Квартира вот там, где дверь. Класс. Очень не похоже, в смысле, в другом стиле, чем здание. Ну ладно, наверное, все, можно уже на лифте ехать. Сейчас спущусь еще на пару этажей. Может, что-то интересное будет. Кто-то вот велосипед хранит на 22 этаже. Да, красиво, красиво. Конечно, ничего не скажешь. А там машины вон едут. А я здесь, внутри Терри Гиллиамовского фильма. Ладно, еще один этаж пройдем. Да, мне кажется, дальше будет одно и то же. 20-й вот этаж. Ладно, поеду. Это вот размышление именно этими большими формами. То есть мы можем эти проекты рассматривать как огромные скульптуры, по большому счету. И вот как раз-таки у Генекса эта задача создать интересную форму решается благодаря двум способам. Во-первых, это сама идея соединить эту коммерческую часть с жилой, а там в требованиях дирекции прописано, что они должны быть соединены, они должны создавать впечатление единого целостного. И вот таким образом достигается их слияние. Но есть еще один важный скульптурный элемент – это разграничение внутреннего содержания и технических функций. В этих зданиях лестницы и лифтовые пространства вынесены в эти цилиндры. У нас получается, что есть цилиндр, прямоугольник, цилиндр, цилиндр, прямоугольник, цилиндр, и вот все вместе создают эту сложную динамическую форму. Более того, то есть эта форма такова, что некоторые люди начинают на это смотреть и начинают видеть, да, огромную скульптуру циркуля. Это рождает теории заговора, да. Что вот и за счет того, что там же есть еще одна важная форма, это ресторан наверху. Вот он как раз-таки в пользу гипотезы циркуля очень хорошо работает. И даже есть теория заговора, что такое монументальное здание в таком стиле в виде этого циркуля – это знак присутствия масонов в Белграде. Ну, это некоторым людям здесь только да, и только поговорить про масонов. Генекс с этой точки тоже используется. Вот просто сейчас... Неочевидная вещь, неочевидная. Я тоже, знаете, у меня ушло какое-то время, чтобы научиться видеть там циркуль. Да, в Петербурге еще ладно, там они хотя бы треугольные вот эти вот улицы, идущие в сторону Адмиралтейства. А здесь-то нужно вот такое
Вот они говорят циркуль. Нет, это может быть циркуль Пикассо такой, да? Ну да. Ну и плюс там же есть вот эта штука, которая как шестеренка можно крутить, этот ресторан. Вот, да, вот таким образом циркуль. Но понятное дело, что большинство все-таки видят в этом ворота. И западные ворота – это народное название. То есть оно рождается уже после строительства, потому что, ну да, похоже на ворота. И так, например, рождаются западные ворота и в ответку ним восточные ворота. Но это изначально так не планировалось. То есть изначальная задача стояла соединить две эти функции, а уж то, что получилось как ворота, получилось в процессе как ворота, то есть архитектор все-таки иную задачу решал. И вот в деталях, если мы посмотрим, Генекс в принципе не выбивается из истории белградской архитектуры. Он прям продукт своего времени. Потому что необработанный бетон, скульптурные формы мы видим практически во всех значимых зданиях этого периода. Но масштабностью он все равно выделяется, но встает в ряд других проектов. Это те же самые комплекс Рудо, которые мы больше знаем под названием «Восточные ворота». Это те же 70-е. Это, в принципе, то же самое развитие, но их даже не два, потому что есть еще большой, тоже условно бруталистский комплекс на улице Воевода Степе, где тоже в тот же самый период, в те же самые 70-е, огромные массивные конструкции с интересной формой, с бетоном. То есть в этом плане он, конечно, прям встает в этот ряд. Вот что его прям выделяет даже из белградских зданий того времени, это, во-первых, вот эта интересная функциональная история, соединим коммерческое с жилым. Все-таки, то есть и Рудо, и комплекс на Воеводе Степе – это исключительно жилые. У них, если есть нежилые функции, но они на первых этажах, как у многих домах, да, то есть там общественные пространства, да. Но вот так, чтобы прямо вот вы поставили точку на этом функциональном зонировании Нового Белграда одним зданием, это именно Генекс. И Генекс, конечно, очень сильно выделяется гипертрофированностью этих характеристик. То есть характеристики общие, характеристики есть у других зданий, но в Генексе они прям очень сильно себя манифестируют. И с этой точки зрения это, конечно, огромный монумент бетону. Как будто архитектор пытается нас спросить: вы так же сильно любите бетон, как люблю его я? А он прям любит бетон, это очень хорошо в нем видно, потому что, во-первых, там конструкция армированный бетон, и это, на первый взгляд, кажется, что для этого времени, ну да, армированный бетон – это материал, который в том моменте доминирует. Но для такого высотного здания это высказывание использования конструкции из армированного бетона все-таки в тот период чаще всего, если прям делают высокие здания, там небоскребы больше 100 метров, там все-таки используют стальные конструкции. А здесь он от и до использует армированный бетон как конструкцию, но он использует армированный бетон, ну, условно, если так можно сказать, для украшения фасада. Да, и чем ближе смотришь, то есть тем больше в нем декоративного содержания, и окошечки, и вот эта опалубка, то есть если к нему приглядеться, там же есть вот эти вот узоры буквально, которые образуются таким образом, это тоже высказывание. И вот известно, что Михаил Митрович лично настоял, чтобы обязательно вот бетон во всей его красе там использовался внутри, снаружи, вообще везде. Он большой фанат бетона, потому что в 70-е уже начинаются поползновения в сторону стекла. Но Митрович большой противник стекла, потому что стекло, как он говорит, не археологический материал. И вот на первый взгляд, казалось бы, то есть он настаивает на том, чтобы использовать бетон. И там используется бетон по всем заветам брутализма. Это сырой, не обработан, мы его не красим, мы его не штукатурим. Но там все-таки есть одна эта маленькая деталь – это использование муралов. Да, и это сделано не то что с согласия Михаила Митровича, это идея Михаила Митровича. Этот момент не настолько заметен в его зданиях, но у него практически всегда во всех проектах есть приглашенные художники. Он обожает работать с художниками, он обожает интегрировать, то есть во все возможные пространства, то есть где-то скульптуру, где-то мозаику, где-то роспись, то есть для него это важная часть. Ну и на контрасте здесь это как раз-таки очень хорошо видно, что он зовет Лазаря Вуяклию. Вуяклия такой представитель немножко наивного искусства, и вот как раз-таки этот его слегка наивный мурал, он как бы уравновешивает этот суровый бетон. То есть мы видим, а там как раз-таки очень хорошо видно, что есть эта суровая бетонная опалубка, и за ней проглядывает это вот голубое, нежное, очень такие детские формы. И это было сделано абсолютно сознательно, это часть этого проекта. И вот лично мне особенно нравится, что на Генексе нарисован Генекс. Что он вот там прям очень мило выглядит, там еще окна вот цветочками сделаны, да, и ты воспринимаешь это, что ты сейчас на него смотришь, такое вот это суровое монументальное здание, но ты смотришь на его собственную репрезентацию, там такое, да не суровое, очень даже милое, очень даже так сделано по-уютному, я бы даже сказала, то есть и в этом плане это же отступление от этих принципов, о том, что мы бетон не красим, не штукатурим, мы показываем бетон, то есть все-таки есть бетон и что-то еще. Вот это как раз-таки... Может, это юмор какой-то? Не, я бы сказала, что здесь мы тоже легко можем ставить в биографию Михаила Митровича. У него в многих проектах есть это использование, то есть какого-то искусства. Более того, с Лазарем Вуяклией он тоже работал.
Я всегда стремился выйти за рамки. Я строил дома, не соответствующие стандартам, и не хотел следовать современным тенденциям. Когда в архитектуре началась стекломания, я обратился к бетону. Так что мой дом Genex – один из самых больших в мире, построенных исключительно из бетона. Этот дом и сегодня является символом Белграда. Мой взгляд на архитектуру всегда заключался в поиске чего-то, что порывает с текущим курсом. Мне не нравится стекло. Я считаю, что это не археологический материал. Если бы классическая архитектура была сделана из стекла, то от нее не осталось бы и следа. Сохранились следы построек из камня и кирпича. «90-е годы не пощадили никого. Распался СССР, распалась Югославия, погиб и Генекс. Авиогенекс закрылся. Пытался возродиться в нулевых, но санкции и дефолт, когда деньги буквально выкидывали на свалку, не пощадили гиганта. Авиогенекс окончательно умер в 2010-х. Здание получило статус памятника. Это все-таки очень-очень важный момент, потому что оно в 2021 году стало памятником архитектуры, то есть получило защитный статус, полностью личный. Жильцы, конечно, возрадовались, они очень рассчитывают, что это приведет к каким-то решениям их насущных вопросов, потому что, конечно, очень большая проблема этого здания – это распад Югославии. То есть оно же было построено в 70-е, когда ничего еще не предвещал. Тита еще был жив, казалось, это будет длиться вечно. И оно, конечно же, очень важный символ вот этого максимального строительного оптимизма, потому что это 70-е, в 70-е огромное количество зданий строится, то есть в том же Новом Белграде, и вот Генекс является чуть ли не символом этого строительного прогресса. И тут происходит какая ситуация? С распадом Югославии, то есть у жилой части все было нормально, то есть они, как и остальные комплексы жилья в Новом Белграде, остались жильем, они были приватизированы, да, живем и живем, все с этим жильем хорошо. А вот та часть, которая генерал экспорта, она, конечно, постепенно приходила в запустение, потому что, во-первых, страна уменьшилась, и там уже не такой генеральный уже у нее этот экспорт. Во-вторых, санкции в 90-е на Союзную Республику Югославия сказались на их деятельности, это все-таки экспортная организация, и они же долгие годы использовали только первые несколько этажей, вот там, где рекламный плакат заканчивается, то есть эти офисы использовались там до последнего, а все верхнее, то есть пустовало. И что здесь очень интересно, что они спросили разрешения у архитектора повесить эти рекламные плакаты. И он разрешил. Он все-таки был понимающий человек. То есть, мне вот здесь порадовало, что... с распадом, да? Да. То есть уже когда встал этот вопрос, что... Ну да, то есть каким-то образом можно было и поддерживать это здание. И вот в итоге оно же пошло с торгов. Его много раз пытались продать, потому что фирма «Генерал Экспорт» была в ужаснейших долгах. Она еще пыталась пройти процесс вот в приватизации как фирма сама. Из-за этого долги выросли, скандалы выросли. И вот, получается, в 2023 году оно было в очередной раз выставлено на продажу. И оно к этому моменту уже имело этот защитный статус. А когда здание имеет защитный статус, и оно попадает вот в такую ситуацию с собственностью, у государства есть право приоритетного выкупа. И теплились надежды. Абсолютно утопические, но теплились. То, что существовал проект «Башня Теслы». Чтобы государство выкупило его, то есть под музейное арт-пространство, где будут библиотеки, где будет музей Теслы, чтобы он туда переехал. Да, там сверху еще, чтобы молнию. Вот да, чтобы все как-то крутилось, вертелось. И, например, даже дочь Михаила Митровича выступала с идеей, что там можно сделать, например, своеобразный музей архитектуры и выставить там, не знаю, коллекцию отца она предлагала дать, вот, которая сохранилась. Были эти проекты, они даже писали сообщения там премьер-министру. То есть, например, важный идеолог этого проекта – это управдом жилой части. То есть он много и активно выступал за то, чтобы это стало общественным пространством. Но, понятное дело, то есть у государства нет таких денег. У него начальная стоимость на торгах была чуть больше 7 миллионов. Евро. Да, и в итоге она дошла за 20 миллионов евро, оно было продано компании Eureka Bar, которая владеет многими ресторанами в городе. Собственно, именно эта фирма выкупила, и встал вопрос, зачем? Потому что с момента покупки прошло практически 2 года. То есть Там ремонт идет, но он как бы идет не в таких масштабах, как ожидалось, что как бы люди, которые 20 миллионов евро за это выложили, наверное, могли бы как-то поактивнее этим заниматься.
судя по грохоту, доносящемуся изнутри, там идет ремонт. Ну, это видно и по, собственно, мусоростроительному. Как печально наблюдать заброшенную красоту. А ведь это красиво было когда-то. Вот внутрь, конечно, очень хочется. Посмотрите, какая красота внутри. Столы, стулья, диван. Обалденнейший диван. Вот это диван. Все в пыли. Слой, ровный слой пыли. Фотографируются туристы. Сфотай меня, типа я король Генекс-Кулы. Сфотай меня, как своих французских женщин. Все, конечно же, закрыто. Да. Внутрь не попасть. Блин, как же там круто. Ну, здесь отражение. Там видно пальмы. Остатки былой славы. Блин. Пойду обойду, может. Какие-нибудь рабочие меня пустят. Ну вот, да, видите, они... Надеюсь, что они не будут сносить это прекрасное здание. А то у них какая-то... Есть небольшая традиция сносить исторические памятники. Потому что мы в России давно уже пережили. Они тут снесли отель Югославия зачем-то. Совершенно непонятно. Ну, понятно, деньги. Но мне по-человечески непонятно. Брожу по постройке с камерой. Вон там кто-то что-то сверлит. То есть, по идее, попасть туда можно. Вопрос как? И вопрос, хватит ли мне знаний сербского языка, чтобы договориться, если что. Ну, у меня с собой бутылка вина, если что. Возможно, я договорюсь. Вон там кто-то что-то сверлит наверху, в этих окнах. Вот оттуда доносится звук. О! Можно посмотреть, подойти. Там стекол нет. Ну, я, конечно, что-то вижу, но так. Можно сказать, что я ничего не вижу. Ладно, давайте обойдем. Меня, конечно, поражает монументальность этого здания. Оно, в принципе-то, по современным меркам не такое высокое. Но оно просто вот крутое. Оно само по себе крутое. Продолжаем бродить по стройке. Вон тут выкидывают какие-то окна, рамы. То есть там люди, вон, тусят. Ого! Что это такое? Что это? Какая-то... А, это рекламная растяжка, видимо, которую они вешают. Нифига себе! Там можно забраться. Там прям внутри, вон, смотрите. Стулья, какие-то кондиционеры. Было бы мне 20 лет, я бы забрался. Сейчас я уже с седой бородой. И у меня дури не хватит. Та дурь, которая была в 20 лет, к сожалению, сейчас ее нету. Или к счастью. Вот уж не знаю. Но можно забраться, да. Ладно, пойдем еще. Здесь клёва нет. Вон сверлят, сволочи. Пустите меня. Ну, то есть этот чувак забрался, видимо, вот где мы были. Через стеклянные двери вошел, скорее всего. Вход-то один, получается. Блин. Что? Ничего. Хожу вот кругами. Не, я очень рад, что там делают ремонт, с одной стороны. С другой стороны, попасть туда, конечно, не представляется возможно. Ой, какая красота. И вот так галерея, где я туда поднимался вот на лифте. Там тоже дверь закрыта, по ней не перейти. Причем парадная открыта. То есть вот жилая парадная, где я был, вот эта, она открыта. Там нету никаких кодов,
и прочего. Ну, потому что, чё? Здесь по парадным вроде как не суд, так что чё закрываться-то? Все друзья. Здесь был ресторан. Ой, ну хоть давайте исторический документ сделаем. Сниму картинки вот эти. Я надеюсь, что они, конечно, останутся, но от людей можно всего. От человечества можно ожидать всего, поэтому я просто сделаю такую проводку почета по этим прекрасным картинкам. Ой, чуть не упал. Биркан. Магазин пива? Ну ладно. Понесла меня нелегкая. Нифига себе! Это сквозная вот эта вот труба. Как она? Вент-шахта или... Очень странное дизайнерское решение. Вот, учитывая, что весь дом очень странное дизайнерское решение, вот это прямо еще страннее. То есть из туалета своей квартиры ты вот это видишь. И в этом нет смысла. Потому что здесь только голуби гадят, и мусор валяется, и все. То есть это можно было поставить бы какие-нибудь скамейки или что-то сидеть. Но сидеть здесь никто не будет, потому что это гребаная шахта. Я боюсь туда заходить, потому что на меня голуби нагадят, мне кажется. Там их столько. Ладно, зайду. Чего не сделаешь. Господи, какая крепота. Офигеть. А я думал сюда не зайти. Ни одного бомжа нету. И не засано ничего. Удивительно прям. Просто мусор валяется. Офигеть. И пакет летает. Но это уже Линч. Это уже не Терри Гиллиам. Да. Птички. Ресторан. Птички, которые гадят, видимо. Причем в рабочей башне, я так понимаю, этой шахты нету. То есть это, видимо, было сделано для удобства жильцов, что ли. Короче, странно. Ну, оно все здесь странно, поэтому чуть страннее, чуть понятней. Смысла не... Ну, погода не делает. Ну, я надеюсь, что вы вот это вот все отреставрируете, ребята, которые там что-то пилят внутри. Потому что выглядит это прям очень не очень. Ну, ладно. Внутрь мы не попадем. Я не полезу. Я слишком стар для этого дерьма. По заброшкам лазать. Вот там находится парковка. Парковка вот там. Я там с охранником поговорил. Он говорит, что не имеет смысла залезать внутрь башни, потому что голые стены остались. То есть все вынесли. Вот этот весь став югославский старый, ради которого я и хотел бы туда забраться. Его вынесли. Он меня уверяет, что типа, чувак, смысла нету. Все повыносили, только голые стены. Эх, обидно. Говорит, когда починим, приходи и снимешь красивое. Я ему сказал, приду обязательно. Ну, и я не соврал, я обязательно приду. Мне еще вот нравится здесь. Вот эти подъемы, лестницы, спуски. В стиле брутализма. Вдвоем тут не разминуться. Вот это вот. Камера подводит. Не любит камера. Вот эти вот спирали. Оп. Цветут вишни. Запах стоит невероятный. И на фоне всего этого старая
югославское здание. Какое его ждет будущее, мы не знаем. Ну, предполагать-то можем. Ну, что там будет? Офисы, не офисы? Наверное, офисы какие-нибудь. Бизнес-центр с новой мебелью, с интернетом, вот с этим совсем. А того самого старого здания не останется. Только внешне. Внешне останется. Но душа уже не та будет. Не та. Заменят ему душу. Внутрь офисной части Генекса я так и не пробрался. Не хотелось бы нарушить какой-то закон, о котором я не в курсе. Зато сербские блогеры не стесняются и проникают внутрь. Давайте и мы посмотрим на теперь уже исторические кадры изнутри. Вопрос сохранения подобных зданий стоит остро, и иногда принимают решение не заморачиваться с реконструкцией, а просто уничтожить. Так, недавно в Белграде снесли здание гостиницы «Югославия». Некоторые здания исчезают с карты города, но остаются в памяти. Эти ребята из BRT.BGD, проще говоря, из Brutal Belgrade, возвращают их к жизни в миниатюре. Макеты, которые они создают, это не просто модели, это бетонная память, которую можно подержать в руках. Кто вы по профессии? Вот вы и вы. Эти макеты как-то связаны с вашими профессиями? Ответы да и нет. Конкретно, что касается его, да, что касается меня, нет. С моей стороны, я занимаюсь обычно человеческими ресурсами и работаю в HR. HR, да. И работаю в корпорации уже 2 года, и для меня, из моей перспективы, это некий художественный элемент, который я хочу выразить определенным образом. Я архитектор по специальности. Архитектор? Я архитектор, да. Так что это со мной связано. Я работаю как архитектор, и эти модели, особенно их идея и замысел. Я пришел как помощник и партнер по сотрудничеству. Это больше моделирование макетов, чем архитектура, хотя моделирование является частью архитектуры. Но все же очень интересный аспект архитектуры, и нам очень приятно это делать. Мы оба нашли себя в этом, чтобы удовлетворить наши интересы. И таким образом прекрасно сотрудничаем командой, чтобы всегда производить качественный продукт. Да. И делать качественный продукт. А ты говоришь, что ты архитектор? Да, я архитектор. Сколько лет ты уже работаешь? Я, архитектор, возраст? Возраст 25 лет, 25 лет, да. Закончил университет год назад и с тех пор работаю. И во время учебы работал архитектором и сейчас продолжаю. Так что в своей области, в своей области. Почему вы вообще начали делать макеты старых зданий? И что вас в этом привлекает? Мы будем отвечать вместе. Мы, по сути, хотели иметь один экземпляр башни Генекс, сделанный из бетона. Мы хотели иметь в нашей коллекции что-то подобное и просто не могли найти, где купить. Потом решили, почему бы не попробовать сделать самим, как мини-проект. И вышло хорошо. С башней Генекс? Башня Генекс была нашим первым проектом. Начали с Генекс, потому что, может быть, она более комплексная. На самом деле сложная и непростая в изготовлении из бетона. Но мы живем недалеко от Генекс и считаем, что это действительно один из символов нового Белграда и Белграда в целом.
а также бывшей Югославии. Потом решили, что некоторые другие здания могут быть проще, поэтому с Genex было бы хорошо начать, чтобы убедиться, что мы сможем это сделать, у нас получится. И когда мы сделали это, и сделали второй, третий, четвертый, и вот сейчас у нас 5 моделей, да, 5 моделей. Здесь 4, но есть еще отель Югославия. Кроме того, то, что нас мотивирует делать модели бруталистских белградских зданий, это то, что мы считаем их немного заброшенными, и красоту наших зданий лучше видят люди издалека, чем те, кто на них смотрит каждый день. Да, и мы хотели как-то показать нашим людям это, осознать эту красоту. Это произведение искусства наших архитекторов и наших людей. И это часть повседневной жизни наших людей, и это для нас мотивация. Есть также момент брутализма и строительства второй половины 20 века. И людям, живущим в Белграде, это близко. Люди ее знают, видят ее везде, она вокруг них. Выросли здесь, и это что-то, к чему люди привыкли, и потому трудно, чтобы они воспринимали это как что-то особенное и уникальное, когда оно доступно каждый день. Это все заставляет думать и о районе, в котором мы находимся, и об урбанизме, и отдельных примерах архитектуры, которые действительно величественны. Признаны одними из лучших представителей модернизма и брутализма. Как иностранец увидел это здание первым в Белграде и спросил, что это? Они хорошо видны, я имею в виду восточные и западные ворота Белграда. Они спроектированы так, чтобы сразу бросаться в глаза. И так они расположены, в зависимости от того, с какой стороны вы приезжаете в Белград, вам больше нравятся восточные или западные ворота. Да, я из Нови Сада ехал. Тогда Genex, и я из Нови Сада. И Genex мне знаком. Мне, например, я из Крагуеваца. Мне Руду кажется монументальным входом в Белград. Многие югославские здания модернизма сегодня сносят или переделывают, например, отель Югославия. Кажется ли вам, что макеты также способ сохранения этих зданий? Я думаю, что если иметь в виду отель Югославия, который недавно был разрушен, я должен сказать, что это может быть исключение, но у него есть потенциал стать правилом. Потому что, в общем, в этих объектах люди-инвесторы современных государств и люди, принимающие решения относительно этих зданий, рассматривают их как обычные здания, и хотя большинство этих зданий под защитой государства, не все, но Genex и Руда под защитой. Защита — это не обязательно, как мы видим. Я думаю, что в чем проблема этих зданий? Проблема в том, что они очень уникально построены. Они полностью бетонные, они сборные, они передовые, инновационные, действительно революционные. Однако со временем технологии строительства улучшаются, строительство улучшается, новые материалы становятся дороже, правила становятся другие. И это проблема, да. Здания стареют, их нужно поддерживать, за ними нужно ухаживать. Проблема с этими зданиями заключается в том, что они сделаны из бетона. И они сборные, их обслуживание и ремонт не совсем легкие. И поэтому большинство этих зданий остается без внимания. Просто нет ни интереса, ни средств для их реконструкции. Что еще проблема, о чем я упомянул, это регулятивы, правила. Они используют стандарты Югославии, тогдашние стандарты. Например, сегодня в мире в целом это не тенденция, а необходимость мира заботиться об энергоэффективности, о зеленой архитектуре. Заботиться о том, сколько электричества потребляет здание, сколько отопления, как оно отапливается, какие потери, энергоэффективности, все вот это. И когда эти здания реконструируются, они должны соответствовать всем этим стандартам энергоэффективности, новым стандартам энергоэффективности. Но это снова требует много денег. И не так легко внезапно изменить, у них нет фасада. Из-за брутализма они уникальны, они все бетонные. То есть это их фасад, у них нет дополнительного фасада, который можно было бы изменить. Все это изнутри. В целом брутализм монументален, они большие, они огромные. И это не так легко ни реконструировать, ни сохранить. Там живет много людей. У некоторых зданий неясные или спорные отношения собственности. Например, одна башня, деловая башня Genex, она была деловым пространством. Компания больше не существует, General Export Genex.
впервые было приватизировано, и теперь существуют правовые вопросы. А что касается сноса конкретно в этом случае, я думаю, что его сложно снести, и это невыгодно. Я думаю, что это не окупится сносить. Вопрос в том, окей, когда кто-то покупает это здание, будь то частный инвестор или государство, какой у них план? Что нужно сделать с этим зданием? Например, отель «Югославия». Извини, отель «Югославия», он не был памятником под охраной? Я не знаю точно, но он был лишен защиты в некотором смысле. Однако это, например, они могли реконструировать его. Его можно реконструировать, обновить, чтобы он стал другим отелем. Но для этого нужно, по крайней мере, политическая воля, защита государства. Кто-то должен найти партнера. Это трудно, потому что, я думаю, частные инвесторы не заинтересованы покупать что-то подобное. Им придется сильно вложить свои средства, и все равно они не получат того, чего ожидали. Вот почему, например, отель «Югославия», он был снесен, чтобы создать что-то похожее на него, но главная проблема заключается в том, что были разрушены 2 башни. У него очень доминирующее расположение, очень премиальная локация, именно поэтому он, возможно, пострадал больше всего. Теперь, что касается других зданий. Опять же, отель «Югославия». Важно отметить, что по сравнению со всеми другими объектами, он намного меньше. Отель «Югославия», он маленький. Его можно снести, изменить, как-то уменьшить его культурное значение, но у него есть культурное и архитектурное наследие. Конечно, у него также есть историческое значение, ведь он один из первых международных отелей в Югославии. И людям нравилось проводить там важные события, выпускные вечера, праздники, свадьбы. И поэтому я говорю, этот прецедент опасен. Мне не радостно, что это произошло, но я беспокоюсь, что Генексу и Руду может быть уготована такая же судьба. Или с каким-то другим зданием, но надеюсь, что нет. Я не могу утверждать, но надеюсь, что этого не случится, не должно. Мы, конечно, стараемся сохранить их хотя бы в каком-то виде. И я думаю, что наша идея была сделать их скульптурами. Есть и другие художники, которые пытаются сделать то же самое. Через плакаты или какими-то другими художественными методами. Насколько мы видим, людям нравятся скульптуры, потому что, в конце концов, они, скажем так, в каком-то физическом формате. Они осязаемы. Когда вы берете в руки, они реальные, у них есть вес. Это наш способ сохранить их хотя бы в каком-то виде. А там же было огромное количество этих предметов, которые от Генекса там остались. У Генекса там, не знаю, например, авиакомпания была, там были эти авиационные симуляторы внутри. Мне просто весной 22 года посчастливилось побывать внутри. Там как раз-таки был человек, у которого были все нужные договоренности, и вот там как раз-таки была возможность внутри все осмотреть в этой заброшенной офисной части, и там, конечно, оказалось, что вот это все выглядело так, как будто генерал-эксперт ушел вчера. Что там вся эта документация, книги, документы, то есть вот это все, вся их мебель, буквально ощущение, что они ушли вот-вот вернуться, но, понятное дело, все это, судя по всему, на мусорку пошло в связи со сменой владельца, и сейчас ходят слухи, ходят самые разные разговоры, что будет с этим зданием. Я подозреваю, что будет офисный центр и будет наверняка ресторан, потому что все-таки здание купила компания, занимающаяся в первую очередь ресторанным бизнесом, судя по всему, им... Надеюсь, он будет вот там. Что он будет вон там, и он будет крутиться все-таки, как это изначально планировалось. Но это все спровоцировало очень много разговоров, потому что очень недовольны всей этой ситуацией жильцы этого дома. Там же почему все это находится в такой разрухе? Там же изначально планировалось, что будет этот весь центр. Там более того, генерал-экспорт планировал как инвестицию построить еще дополнительно на этом плато специальное здание для культурного центра. Они там собирались школьников обучать пользоваться компьютерами в 80-е. Оно же вообще еще славится тем, что вот очень любят все хвастаться и гордиться, что это первое смарт-здание на Балканском полуострове. Там же был компьютерный центр, который регулировал эти лифты, отопление, освещение. Там же огромное внимание уделили этим инсталляциям. И вот как раз-таки он даже изначально прославился как вот умное здание, а не как бетонное здание. То есть в первую очередь на этом делали упор в этом же плане. То есть у него очень хорошо проработаны эти центры центрального отопления. То есть там же мы обычно видим эту верхнюю часть, и она производит на нас впечатление, но нужно учитывать, что у Генекса есть и нижняя часть. Это, во-первых, все эти инсталляции, созданные для того, чтобы решать эти инфраструктурные вопросы, и, конечно же, там огромная парковка, и там центр для нападения с воздуха, для защиты, то есть там бомбоубежище оборудованы, то есть там вот эта мультифункциональность, она и сверху, и она и снизу, бомбоубежище или паркинг, то есть предусматривал, что в случае чего бомбоубежище можно сделать побольше. Вот на этот паркинг я зашел, как охраннику, который там сидит, он сказал, что внутрь не пущу. Да, есть такой синдром вахтера. «Формула любви» фильм.
Да не пущу! Он примерно вот так вот сделал мне. Вот охранник, который сидел внутри, иногда был более сговорчивый, иногда был менее сговорчивый. Вот, у них еще меняется. Еще один пример забвения – Генеральный штаб, который заброшен уже 26 лет. Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, в мае 2024 года заключил с правительством Сербии соглашение о 99-летней аренде участка, где стоит Министерство обороны. В планах у Кушнера постройка на этом месте роскошного отеля и жилых помещений. А значит, еще один шедевр югославского модернизма скоро может кануть в лету. Лучший пример неэффективной работы – это Генеральный штаб. Это самое значительное произведение, спроектированное после войны академиком Николой Добровичем, крупнейшим именем в сербской архитектуре, членом Британской академии архитекторов. Он был поврежден во время бомбардировок НАТО, и с точки зрения профессии было бы абсурдно не восстановить его. Однако лоббисты видят в этом месте только отличное местоположение. Перекресток, на котором он расположен, был самым красивым в Белграде. Насколько тяжело передать характер здания в меньшем масштабе? Отличный вопрос, спасибо за него, потому что мы действительно старались. И это было довольно сложно. Вручную делали? Нет, речь идет о модели, 3D-моделях, из которых мы с бетоном, да, 3D-модели — это и начальный этап, где мы пытаемся уменьшить размер здания до миниатюрных масштабов, а затем заливаем бетоном с арматурой. Но это очень требовательно, особенно с руда. Потому что мы пытаемся передать пропорции, чтобы сохранить соотношение, как в оригинале. И пропорции. Чтобы создать впечатление, что вы как будто взяли буквально, вот как взяли и держите его в руках. Это то, чего мы хотим достичь. От покупателей мы получали комментарии, что нам удается в некоторой степени достичь этого. Потому что мы стараемся, чтобы окна и все остальное... Уровень детализации был довольно высоким, но мы не всегда успеваем. Некоторые детали просто могут немного измениться из-за формы, из-за способа производства и так далее. И здесь, в целом, я думаю, есть две проблемы, или две темы. Это дизайнерский процесс принятия решений об уменьшении, когда макет уменьшается в зависимости от его размера. У вас нет чертежей? Ну, конечно, есть чертежи и все такое, но чертежи двумерные. Когда делается макет, это снова трехмерность. Это модель, почти 3D-модель, это только один шаг в производстве. Важно здесь то, что каждый макет имеет то, что называется уровнем детализации. В зависимости от того, маленький он или большой, какой уровень детализации может быть показан, какой уровень должен быть показан, чтобы это снова могло быть воспринято как уменьшенная копия. И из-за того, что Милан сказал, сам способ производства тоже сложный. Мы делаем из бетона. И важно, чтобы это был бетон, потому что это бетонные здания, они тяжелые, это придает им характер и все такое. Но на такой маленькой шкале бетон ведет себя иначе. У него своя физика. Например, давайте покажем вам вот эти шпили на таблероне. Из-за этих окончаний, этих острых углов, мы сделали 4 разных модели, чтобы добиться нужной остроты. А это все один элемент, да? Все это отлито из одного куска. Это все из одного куска. Но здесь слишком остро для бетона. Это не два здания, соединенные вместе. Это все один кусок бетона. И это было сложно сделать. Было трудно, но мы не хотели, чтобы это было просто хорошо. И важно, чтобы это было из одного куска, потому что, в конце концов, это монолитные здания, они бетонные, даже руда из одного куска. Можете себе представить, как выглядела форма для этого? Так, подождите. Рудо, все это один кусок? Один кусок, да. Все это один кусок бетона. Поразительно. Да. Так, окей. Я думаю, каждый уникален. У Генекса есть мост, у него эти маленькие детали. Руда геометрически сложнее. И это бетон? Да, нет, это антенна проволока. Потому что мы хотели быть аутентичными. Антенна — это антенна, да.
сейчас, конечно, мнение белградцев очень сильно расходится по поводу этого здания. И вот тут есть один очень сложный момент, потому что добиться от человека мнения именно про здание его, про архитектуру, это непосильная задача. Генекс все-таки продукт своей эпохи, продукт своего государства. И люди очень часто, когда имеют какое-то мнение по поводу Генекса, оно очень сильно связано с их мнением по двум вопросам. Это вопрос по поводу социализма, это вопрос по поводу Нового Белграда. И ты буквально через отношение Генекса, ты можешь даже ничего больше не спрашивать из разряда «нравится вам социализм?», «не нравится?», «нравится вам Новый Белград?», «не нравится?». То есть люди, которые испытывают ностальгию по социалистической Югославии, по поводу того, какая это была страна, какую страну мы потеряли, они, конечно, в целом воспринимают Генекс как вот такой вот символ этого триумфа и решения этих важных вопросов, что из разряда «посмотрите, как эти вопросы решались». И с другой стороны, еще один важный момент, просто это было бы слишком упрощенно рассматривать его исключительно в контексте отношения к социализму и отношения ностальгии к Югославии, потому что есть еще один важный локальный вопрос, это вопрос отношения к Новому Белграду. Так, а что это за вопрос? Потому что люди в Белграде делятся на две группы людей. На люди, которые стороны и с той стороны? Да. Люди, которые обожают Новый Белград, которые считают, что это лучшее, что вообще случалось с белградской архитектурой, с белградским урбанизмом, и они готовы жить только там. Более того, среди этих людей есть те, которые говорят, что вот если их спросить, вот если тебе дадут все деньги мира, ты согласишься поселиться на другом берегу, то есть не в Новом Белграде? Они говорят, да, в Синейке, оттуда отличный вид на Новый Белград. Вот прям фанаты Нового Белграда, для них, конечно, Генекс — это важный символ. Это же спальня. Не совсем. Все-таки тут мы должны разделять то, что у них в итоге получилось, и то, что они хотели. Хотели не спальник. Хотели целый отдельный город в себе, то есть ранние проекты Нового Белграда, они предусматривали такой район города, чтобы он был прям вот вещью в себе, городом в себе. Они изначально говорят, мы должны это сделать таким образом, чтобы люди из Нового Белграда оказывались старым только по своему огромному желанию. И никогда потому, что они вынуждены. То есть планировалось построить вот эти огромные публичные вещи там тоже. То есть под это были целые блоки выделены. Это отдельная проблема, что вы не продумали систему финансирования этих публичных проектов. И в итоге жилое у вас построилось, а публичное, то есть пришлось ждать. Этого так и не происходило, этих прекрасных времен, которые вы ждали. И вот где-то там 80-е начинаются проблемы. То есть вы смотрите на это и говорите, получилось не как мы хотели. Давайте попытаемся что-то перепридумать. Был, например, большой конкурс на улучшение структуры Нового Белграда, на попытку решить эти проблемы, которые получились. Понятное дело, что все, что они напридумывали, они уже не успели реализовать, времени не хватило, но все-таки изначально оно было очень хорошо продумано. Все-таки мы должны учитывать, что Новый Белград, то есть он почему пользуется такой популярностью, потому что это прям планирование. Там удобно, да. Да, то есть оно планируется и на уровне всего района, и на уровне отдельных блоков. То есть здания, которые мы видим в Новом Белграде, они расставлены не просто так. Они все расставлены со смыслом, с учетом розы ветров, с учетом инсоляции, с учетом, собственно, всех возможных вопросов. И вот, например, важная часть Нового Белграда, там практически не бывает односторонних квартир. Если квартира односторонняя, значит, ее распилили на две, потому что в тот период архитекторы говорят, что как бы негуманно строить односторонние. Кстати, квартиры в Генексе, она случается, я был там в квартире, часть выходит наружу, а часть выходит в внутренний колодец. Да. Для этого и было сделано? Да, для того, чтобы она обязательно... Я понять не могу, для чего этот колодец там нужен. Во-первых, для двухсторонности этих квартир, то есть здесь считается, что у тебя окна должны быть во всех помещениях. То есть, там, не знаю, ванной, кухни тоже должны иметь какой-то источник света, проветриваться и дальше по списку. Плюс этот большой двор-колодец выполняет функцию вентиляции. За счет того, что он узкий, там образуется тяга этого воздуха, и там, в принципе, ты открываешь, ты отлично эти квартиры проветриваешь. Потому что, собственно, все продумано, и это в том числе. То есть они не только классные архитекторы в том, что касается этих скульптурных огромных эффектов, они еще и очень много внимания уделяют проектированию этих квартир. То есть в Белграде есть целое направление, институт исследования жилья, и есть целые вот архитекторы, специалисты, хабитологи. Хабитологи. От термина хабитат, то есть среда обитания, они изучают, как правильно квартиры проектировать. То есть в этом плане нельзя сказать, что Генекс прям что-то передовое в этом плане, потому что все самое крутое уже придумали. Но он использует все вот эти вот идеи, которые там есть, потому что они же пытаются изобрести рецепт идеальной квартиры.
что она должна быть двухсторонняя, что там обязательно должно быть какое-то вот очень интересное функциональное зонирование, что, например, они приходят к сценарию, что кухня с гостиной – это здорово, это классно, и нужно скорее делать вот так. То, что, например, нужно спальни родителей детей разводить по разным углам квартиры, чтобы они друг другу не мешали. Да, казалось бы, логично было бы сделать их вместе, сделать ночную зону, но они такие вот. У архитекторов же в тот период есть вот эти идеи, что мы не просто архитекторы, мы решаем социальные проблемы, но они и проблемы людей в семье решают. Он говорит, мы вам разведем эти спальни, вы друг другу мешать не будете, конфликтовать не будете. Да, и то есть как раз-таки в данном случае в Генексе это тоже реализовано, потому что это важная часть белградской архитектуры, вот эта вот белградская квартира, тип белградской квартиры, над которым они очень много работают. Не слышно соседей. Да, там хорошая шумоизоляция, то есть с точки зрения квартиры они там, в принципе, вообще очень хорошо сделаны. Казалось бы, при таком внешнем виде, с таким следом в культуре, это здание просто обязано появляться в медиаискусстве. В фильмах, клипах, арт-инсталляциях. И если с последними двумя нишами все так и есть, то в кино небоскреб Генекс мелькал только в местном кинематографе. И всего один раз в башне снимали эпизод сериала. И это все? Зато музыканты и художники не обходят это здание стороной. Она же должна была какой-то след оставить в поп-культуре, а ее просто нету. Устурицы я не нашел ее ни в одном фильме, кроме каких-то местных там сериалов, может быть, и не очень известных фильмов. Ее нигде нету. В клипах ее только снимают, и в одном немецком сериале она была. И все, почему так? Почему такое здание, такой масштаб, и он не интересен поп-культуре? Есть какое-то рассуждение на эту тему? Я бы сказала, что сейчас даже интереснее, потому что сейчас появляются все больше разных вот художественных проектов, мерч разный с ней делается. На открытках она есть в больших количествах. Современный, кстати. Да, то есть это вот сейчас, просто в тот момент, это нам, она сейчас производит такое впечатление, в тот момент она обыденность. Даже Генекс обыденность. Потому что вы живете в такой эпохе, когда у вас сейчас все будет самое классное, у вас строится много всего, то есть она даже не воспринимается как какой-то супер-мега уникальный проект. Они такие, вот очередное жилье классное нам сделали наши архитекторы. Да, то есть оно все-таки в тот момент воспринимается совершенно по-другому, потому что для людей, интересующихся архитектурой, общий архитектурный контекст в духе этого скульптурного модернизма, он такой. Для людей, не интересующихся архитектурой, это тоже реальность, то есть да, здания строятся в больших количествах, да, вот такие большие. То есть у нее сейчас, вот, мне кажется, вторая жизнь, как и вообще у югославской архитектуры, вот начался этот процесс, ее очень активно, там, не знаю, на футболках, на всех, там, не знаю, открытках и других буклетах, то есть, например, дочь архитектора получила авторские права на Генекс. Его, в принципе, настолько часто используют в изображении, что на этом можно как-то и подзаработать. Вот, мне еще кажется, что в целом вот тот золотой период, когда новый Белград вообще снимался в фильмах и функционировал таким образом, Генекса еще не было. То есть мы тут должны учитывать, что он готов уже в 80-е. В 80-е все-таки очень сильно меняется атмосфера, меняется и сама социалистическая Югославия, потому что уже не до этого, да, потому что в 80-е там уже Тито умирает, уже начинаются какие-то процессы этого распада, и в принципе меняется и само восприятие нового Белграда, то есть оно уже не символ новой жизни, оно скорее вот символ этой ушедшей эпохи. То есть, например, фильмы, которые там в 90-е снимаются в Новом Белграде, они уже скорее очень пессимистичные, и они как раз-таки выбирали такие более блоки, скажем так, выглядящие скорее как спальные районы, для того, чтобы передать это свое ощущение. То есть Генекс — это еще образец этой героической эпохи, но в тот момент он не попадает в кадр, его еще нет, а когда он уже есть, то есть уже немножко меняется эпоха и настроение. Да, и, собственно, вот сейчас, когда прошло уже какое-то время, и мы видим большой поток ностальгии по социалистической Югославии, в том числе среди молодых людей, которые ее не застали, мы как раз-таки видим возрождение Генекса как символа, его появления, не знаю, вот на тех же футболках. Любимое здание в Белграде. Рудо. Рудо? Да. Рудо. Почему? Я жил недалеко от него и с террасы его видел. И действительно, очень он символичен, он несет смысл. Генекс и Рудо символизируют ворота. Но мне, как архитектору, кажется, что его оформление больше напоминает ворота, чем Генекс. Поэтому я думаю, что это
Очень и красивое, и приятное здание, и я его очень люблю. Мне кажется, что это самое красивое здание в Сербии. Я думаю, Руду тоже. Также, да, мы скучные. Но тот, кто первый раз посетил Руду, наслаждался, понимаешь? Он понял, почему Руду — это исключительно качественное здание. Когда-то здесь мечтали о будущем без границ. Сейчас мы стоим фактически на осколках этих мечтаний. Если вам близка идея сохранения подобных исторических материалов, вы можете поддержать работу нашей мини-редакции через спонсорство YouTube или на Бусти. Ну и, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь, вот это вот все. Ведь без вашей поддержки даже бетон когда-нибудь рассыпется.